Добрый день, Владимир Константинович. Добрый день. Добрый день. В Таллинскую школу менеджеров постоянно приходят письма с просьбой проконсультировать или дать совет Владимиру Константиновичу. Адресованы эти письма. Я же, пользуясь своим, что там скрывать, привилегированным положением, часто спрашиваю Владимира Константиновича совет. Управленческий или относительно частной жизни. Владимир Константинович, появилась идея создать такую рубрику, где вы могли бы некому абстрактному читателю или слушателю дать ценный управленческий совет. И я предлагаю начать с первого совета от Владимира Тарасова. Хорошо. Итак, первый совет. У меня их много, надо сказать. Умей пересказать позицию оппонента так, чтобы он на 100% с тобой согласился. О чем идет речь? Что часто люди спорят друг с другом, иногда даже ссорятся из-за того, что они что-то поняли из позиции оппонента, но поняли не совсем так, как он это понимает. Поэтому надо вначале, прежде чем спорить и не соглашаться, надо сперва уметь сформулировать так позицию оппонента, чтобы он с ней сам согласился. Что он сказал: да, вот моя позиция такая. Тогда ты имеешь моральное право эту позицию обсуждать и опровергать. Если ты не в состоянии ее так пересказать, чтобы он согласился, значит, ты не понимаешь, о чем говоришь. А значит ли это пересказать то, что он сказал, слово в слово? Нет, это значит вот что. Это значит, представь себе, что есть третье лицо. Ты мне что-то сказала, позицию свою, а я третьему лицу озвучиваю так позицию, чтобы она бы выглядела очень убедительно. Чтобы ты бы, пока я говорю, кивала головой. Да, это так. Да, это я именно так это имею в виду. То есть я должен уметь как бы не просто пересказать, а доказательно пересказать позицию, чтобы ты с ней полностью согласилась. Можно ли это использовать как подведение к определенной своей уже позиции? Да, это и называется захват. Вот любой прием состоит из захвата самого приема и фиксации. Так вот, захват в переговорах, в разговорах, в спорах, он заключается в том, что ты способен повторить позицию партнера, или во всяком случае, если ты даже ее не повторяешь, то ты про себя ее так озвучишь, если привычка уже сложилась, так для себя ее представляешь, что он всегда согласен с тем, как ты ее представляешь. По твоим вопросам, по твоим возражениям понимаешь, что ты правильно понял позицию. Но вначале надо просто тренироваться, повторить так, чтобы партнер согласился. Надо сказать, что это не такое простое дело. Обычный человек не способен это сделать. Если он с этой позицией не согласен, он не способен повторить ее так, чтобы тот, кто ее имеет, и согласился бы с ним. Мы проводили тренинги со взрослыми людьми, с предпринимателями. И надо сказать, что вот скажем, я помню, человек 14 было, 2 способны повторить, а 12 нет. Так позицию партнера. Надо было тренировать специально, чтобы они сумели повторить. Какое качество помогает этой тренировке? Внимательное отношение к позиции партнера. Не считать партнера дураком, не оглуплять его позицию, а встать на его точку зрения всецело, так что ты даже готов доказывать, что его позиция права. Вот это правильно. Что еще непонятно? Я представила, что я сейчас начну тренировать это умение, допустим, у нас в фирме. Пройдет немного времени, и коллеги заметят, что я каждый раз повторяю их слова, допустим, да? И за мной не останется ли имидж того, кто, вот, скажем так, усиленно занимается управленческими техниками? Вы не расслышали, что я сказал немножко, да? Я сказал, что не обязательно ее повторять, когда после тренировки, а важно, что у тебя она внутри тебя она есть. И тогда, когда ты возражаешь, когда ты уточняешь, то партнер чувствует, что ты его понял абсолютно правильно. Но это если внутри тебя, если нет внутри, он не почувствует этого. Вот теперь внутри меня есть понимание. Спасибо, Очень хорошо. Да, пожалуйста.